От пациентки. Эозинофильный гранулематоз с полиангитом, АНСА положительный, с поражением легких, бронхиальная астма, инфильтративные изменения, лечение глюкокортикостероидами, подозрение на фиброзирующий альвеолит и диффузный бронхиолит. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 64 лет. Дата исследования 17 апреля 2024 года. Область исследования – органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Легкие расправлены, пневматизация легочной ткани неравномерна за счет усиления интерстициального компонента. В обоих легких, преимущественно паракостально и в базальных сегментах, сформированы многочисленные фиброзные тяжи, участки локального пневмофиброза, больше слева в нижней доле. В обоих легких визуализируются множественные перебронхиальные очаги диаметром до 2-3-4 мм. Слева в С6 сформирована группа перебронхиальных очагов по типу дерева в почках диаметром до 3 мм. Общий размер вовлеченного в процесс участка легкого 30 на 35 на 41 мм. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены, стенки их уплотнены. В нижних отделах легких, больше слева, сегментарные, субсегментарные бронхи тракционно расширены. Средостение не смещено и не расширено, новообразований в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях и перикарде не выявлено. Свежих костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника. Сформированы краевые остеофиты длиной до 8 мм. Сердце расширено преимущественно за счет левых отделов. По стенкам коронарных артерий и аорты многочисленные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Диаметр аорты не расширен на протяжении всей зоны сканирования. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключение. КТ-картина очагового поражения легких с преимущественным вовлечением в процесс С6 слева, более вероятно бронхиолит, неравномерной пневматизации легочной ткани, участков локального пневмофиброза, тракционного расширения сегментарных, субсегментарных бронхов, атеросклероза аорты и коронарных артерий, выраженных дегенеративно-дистрофических изменений грудного отдела позвоночника. КТ-архив не представлен, динамику не оценить. Рекомендована консультация пульмонолога. 30 мая 2024 года. К.М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. В легких есть признаки длительно текущего воспалительного процесса с формированием фиброзных изменений, расширения средних и мелких бронхов. Также есть признаки бронхиолита, больше в нижней доле левого легкого. Ничего нового сказать не могу. Такие исследования нужно описывать в динамике, чтобы оценить, стало лучше, хуже, помог или не помог курс лечения. В целом вам нужно наблюдаться у пульмонолога.